Друзья, всем привет! Это турнир The International, и у нас интервью с комментатором, бывшим проигроком Димой Куприяновым, известным также как Lost. Дима, привет! Привет. Ты здесь уже в качестве комментатора. Можешь сравнить для начала, чем отличается International в качестве игрока и International в качестве комментатора, вот для тебя лично? Slack мод. Ты приходишь, комментируешь одну катку, потом весь день отдыхаешь, гуляешь и там что-то делаешь, и в результате кайф. То есть мы здесь как комментаторы, по-моему, у нас 30 дней отдыха в Сиэтле. Классно? Но ты считаешь, что это легко? Ну, то есть для тебя легко комментировать здесь? Но если ты имеешь определенное количество навыков, да, ты приходишь, что-то рассказываешь, показываешь, а потом все. То есть для тебя тут, по крайней мере, быть комментатором пока очень здорово. Хорошо, ну мы сейчас поговорим об интернешнале, но можешь сказать немножко о своем решении, о том, как ты вообще принял вот это решение отойти от игровой карьеры и стать комментатором? В связи с чем? В связи с тем, что не было хорошей команды, или этому были какие-то другие факторы? Ну, сейчас, в первую очередь, больше всего понравилась это организаторская деятельность, там также сфера менеджмента. И в один момент перестало быть интересно именно играть серьезно 24/7 через доту вот эту руками, потому что нужно очень много времени для этого использовать. И захотелось перейти на что-то другое, потому что так получается, что почему-то, когда люди вырастают, они меняют свой вид деятельности. Ну смотри, ты ушел, и тут призовой фонд 10 миллионов. Все-таки ты как человек, который был 2 раза в финале, как ты можешь... 2 раза было или 3? Да, 3 раза даже был. 3? Нет, 2 раза. Неважно, был. И как бы не обидно ли? Не, вообще нормально. Я верю в то, что все деньги, которые мы заслуживаем, мы их обязательно получим. Неизвестно в какой форме, там, и неизвестно от кого, но наверняка все придет. Сейчас, конечно, было бы здорово раз в год затесаться в какую-нибудь команду, приехать сюда, занять там какое-нибудь 8 место, где уже почти $1 миллион, но... 8 500 тысяч. Да, но, поверьте, комментатором быть тоже здорово, мы там кое-что получаем. Можешь сравнить уровень команд и вообще, скажем так, состояние команд, их уровень игры на этом турнире? Кто доминирует, если не брать в расчет результаты, а, скажем так, твое личное восприятие? Восток, Китай – это самая сильная сейчас команда, это самые сильные команды, которые целый год потели, причем очень сильно. Ну и плюс у них появилось огромное количество турниров. Затем Америка, причем они как-то вот так вот взлетели, и пока мы видим, что и Cloud9, и EG очень сильно доминируют. Ну а у нас в Европе, походу, как Китай после второго International, на кураже, все, мы топ-1, мы сильные, никуда не ездим, ни в Китай, там и в другие места, в результате нас Альянс выбыли, а сейчас только одна европейская команда. Но ты между Нави. Да. Хорошо, можешь тогда сравнить их уровень на этом турнире, я имею в виду их результаты, по сравнению с тем, что они предыдущие 3 года выходили в финал. Насколько сейчас есть шансы попасть хотя бы в топ-3, топ-4? Очень тяжело, потому что если раньше можно было выезжать на личном скилле, и твои команды, они... мало кто мог их дойти до этого момента, потому что у всех было понимание, все когда обыгрывали этими мыслительным процессом, то сейчас уже мы видим, что, в общем-то, все дошли до этого момента, и теперь идет игра рук. Игра рук, игра информации, подготовки, навыков, и американские коллективы, китайские, они видно, что они в этом стиле очень сильно набрали. А у нас ребята, насколько я знаю, только сегодня днем пошли тренироваться за последние, наверное, там. Нет, они тренировались где-то здесь, в каморках, но конкретно сегодня они уехали. Тренировались это когда ты приходишь, ты тренируешь какую-то одну вещь, пробуешь ее на 3-4 разных командах, с кем ты не будешь делать это, и тогда ты проверяешь, работает ли это или нет. А Нави, когда сюда приехали, как это было? Они просто сыграли там 6-7 игр с ДК, это был абсолютный фан. Как они сказали, мы просто развлекались, решили ничего не палить, но тут уже ситуация, что надо какие-то козырные карты разрабатывать. Смотри, со стороны тебе как бы виднее, можешь проанализировать, как бывший проигрок, в чем их главная ошибка, почему у них не получалось, они не смогли выиграть Ньюби,
Они не допустим? точат стратегию, то есть у них очень хорошие задумки и идеи, но очень много ситуаций, когда там противник, ты просто не поставил где-то один вард, ты там не пошел, там, допустим, на легкую, ну, просто не поставил типа. То есть очень много таких мелочей, из-за которых допускаются ошибки в начале из-за того, что они это вообще никогда не использовали, ну, было видно. И по итогу просто другие команды переезжают подготовкой. То есть игра Ньюби против Нави, мы сидели, и было видно, как Ньюби полностью вообще подготовились ко всему, чтобы приготовили Нави. В плане вардов, перемещения, там, тиммувинга и остального. Ну, если говорить опять-таки о шансах, мне кажется, вот так субъективно, у Нави достаточно давно не было такого, знаешь, стрика из более чем двух побед из Best of 3, ну, допустим. А сейчас им нужно выиграть, чтобы попасть в финал, там около 4 или 5 даже. Да. Вот еще раз проанализировать шансы, вот с учетом, скажем, того, что они сегодня могут потренироваться, а китайские команды вот там сидят, фанятся. Ну, они Могут совсем, ли? я бы сказал, они не совсем фанятся там. Если китайские команды там пикают своих героев и бегают ими, порабощают, а вообще у Нави шанс огромный, если они за эти 2 дня придумают что-то там, буквально там 2-3 стратегии, 2-3 новых героев, которые ну, внесут коррективы в пики. И тогда, вот сейчас Нави на Т4, это как Нави на Т2. Было то же самое. Мы приехали, мы вообще ничего не тренировали, буквально 1-2 дня, и в результате вот за те 2 дня, которые сейчас Нави тренируются, мы многое разработали в своем штабе. Вы тогда поехали в GamePlug, да, в кафе и там играли. Да, и мы потели. Правда, мягко говоря, мы 2 дня тренировались играть против Наги Сирены, но так получилось, что 3 Best of 3 было против Наги Сирены для нас. Хорошо. Опять-таки, вопрос касательно героев. Сейчас доминируют Void, Разор, Тайтхантер, опять-таки, от китайцев. Как думаешь, почему их пикают? Действительно, они настолько сильны? Или все-таки есть другой пул героев, который при грамотной работе тоже может выстрелить? Все больше идет фокус на 5 на 5. У нас за несколько лет уровень доты вырос. Теперь у нас люди, ну, когда у тебя, допустим, там гангеры и все остальное, они абсолютно игнорируют это и начинают играть Five-Man Dota, как мы это неоднократно показывали на стриме. И в результате, мягко говоря, вот все топ-команды, они в эту Five-Man Dota и будут играть. А там решает именно все такое вот массовое, такое лайтовое. И Как кабинет со спилы, да? Да, вот тот же Void, который просто может всю команду в купол поставить. То есть фактически у нас сейчас Dota сделан таким образом, что сплитпушем все больше и больше вымирает, а Five-Man Dota побеждает. А как думаешь, какой герой может, не знаю, проявить себя или, скажем так, переломить вот этот International, вот если брать одного какого-нибудь героя? Ну, если новый, во-первых, это Тинкер, я не знаю, новый ли он, по-моему, нет, да? Ну, как бы его использовали здесь, но не так вот аж сильно. Его Да, банят часто. Да, то есть Тинкер в исполнении Нави может перевернуть International, потому что Дэнди на нем играл просто 24/7, наверное, там месяцами, и он действительно играет на нем жестко. Затем у нас есть Мипа, которым играют всякие там ММА, ФДК и прочее, и он уже переворачивал пару раз. А из недооцененных, хрен его знает, кто там остался из недооцененных героев. Так и не припомню. Вопрос касательно... Эмбер Спирит, вот. Ну, его сейчас уже в последнее время, кстати, чаще берут. Только Ньюби его стали брать, и они стали им зажигать. Но вообще про этого героя, вот после Старладдера, про него вообще все забыли. А этот герой, ну реально, когда всегда выходил в лейтгейм, он просто за одну кнопку всю команду убивал. Поэтому я уверен, может быть, покажется. Ну, посмотрим. Вопрос касательно тренера. Ты, когда, будучи в Нави, ощущалась какая-то нехватка такого вот человека, шестого, скажем так, игрока? Скорее ощущалась нужда в организаторстве, чтобы у тебя все было организовано таким образом, что люди мотивируются делать что-то. То есть там пришел на тренировку, вот должно что-то произойти для игрока хорошее, там бонус, неважно что. Или там не пришел на тренировку, должно произойти что-то другое. То есть вот должна быть система таким образом построена, чтобы игроки всегда были мотивированы делать что-то. А у нас сейчас, даже если есть тренер, шестой игрок, то от того, что он говорит, не говорит, то людям в большинстве случаев все равно. Мало что слушают. Ну, согласен с тем, что дотеры или геймеры, они расхлябанные и неорганизованные. Да, и плюс у нас такой момент, что тренеры, они обычно это люди, которые были вот на успехе до, а у нас дота только в расцвете сил. Поэтому найти сейчас тренера, который бы хотел тренировать доту, это тяжело, поскольку тут 10 миллионов долларов, и каждый тренер бы с удовольствием захотел в команду войти. А ты бы стал тренером, скажем, какого-нибудь состава Virtus.pro?
Да, только если я там полезен, только если происходит диалог, но с Virtus.pro у меня была совсем другая история, поэтому... Какая? Замечательная. Я попал в организацию, попросил, чтобы мы разошлись. В итоге, как-то им сказали, Дима, все будет отлично, прошло 4 месяца, и в итоге мы все равно разошлись. Вот. Так, своими путями. Хотя было понятно все намного ранее. Хорошо. Опять-таки, возвращаясь к вопросу о тренерстве. Как думаешь, роль Габлака в команде, она сейчас усиливает общий перформанс команды? Каждый человек приносит пользу. То есть я уверен, что он как тренер это образно. Единственное, вот, как он говорил сам, что он просто дает информацию команде, чем играет, что пикают, там, как вот готовятся, там, какие лайнапы, какую-то статистику, если вот надо. Но в общем-то, это все, что я знаю. А если ты хочешь реально делиться опытом, есть Пупей, который играл на 3 интернешнлах, да, есть Габлак, который, мягко говоря, у него там приключения были. Поэтому тут очень как-то странно смотрится, да, что один человек объясняет второму, что ему делать. Хотя тот делает все очень здорово. Тренера они взяли буквально перед International. Я даже могу сказать, что все тренеры перед International, по-моему, это возможность поехать просто за счет Valve здесь отдохнуть до 20 плюс дней. Нет, тренер Габлак поехал не за счет Valve, он поехал за счет Na'Vi. Дело не в этом. Вопрос у меня такой. Поскольку этот тренер появился до International, они не успели с ним наработать, может ли он сыграть, знаешь, какую, скажем так, злую шутку, что он будет им мешать больше, чем помогать? Если люди будут переучиваться вот именно в самый нужный момент, если люди будут нарабатывать новые навыки прямо в момент, когда нужно действовать, то да, все может быть. Но Габлак, он не мешает. То есть я с ним разговаривал, он говорит, что он не трогает их. И вообще тренер это не тогда, когда ты приводишь парня и говоришь, так, ребят, вот дядя, вы его слушаете, а когда игроки сами подходят к человеку и спрашивают, что им что-то хотят узнать. Вот, допустим, Фир в ЕГЭ. То есть он просто там что-то делал, у него были игроки. По здоровью он, увы, не смог продолжать играть, но, как оказалось, игроки любят у него что-то спрашивать. Уважают, это авторитет. Да, и он, как ни крути, но раньше он давал результат отличный. Вот, пожалуйста. Хорошо. Спасибо тебе большое за такое интересное и обстоятельное интервью. Какие-то слова напоследок, приветы, пожелания, что угодно. Спасибо нашим спонсорам. Не знаю, кто они. Без имен. Да, без имен. И спасибо большое фанатам за поддержку. Развитие движется по спирали. Надеюсь, я двигаюсь вверх. Это был Дима Лост. Всем пока.